Проходим регистрацию. Регистрируемся на рейс. Что, Артем, там какие-то неполадки? Все чек-ин, 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 чек-ин. А он еще нет. А вот это кто сдает? Понял. Мы все зарегались на рейс. Отправляемся в Сингапур. Как ждать. Что такое? Опа. Что это? Жвачка. Вам, господин, 7 ударов палкой. Пользуйтесь такси Домодедово. Кетчуп в Макдональдс. Кетчуп? За 0,2. Почти как проезд. А что Катя там стоит? А, базарь. Стой кетчуп. Купим много кетчупа и будем на литр называется. Уже легче купить изопропанол, если называется кетчуп. У нас есть бронезащитный кейс, в котором мы можем провести много кетчупа. Так, вот это Бахрейн. У нас тут пересадка 8 часов. Не отбирай мяч у детей. Вот, в общем, такой Бахрейн. Играть с мячом. И вот это самый, по-моему, высокий небоскреб. Вот этот мне больше нравится. Я-то просто... Тут, короче, никого нету, тут одни индийцы. Я влог снимаю. В общем, гуляем по Бахрейну. Встретили кучу индийцев. Тут очень жарко. Прям очень жарко. Как фен. Сейчас пойдем в какой-то местный торговый центр. Будем изучать магазины и есть. Хавать. Ну там грызть. Это Бахрейн. Душно. Вообще. Страна душнила. Мы приехали на какой-то строй. Я не понимаю, почему мы приехали на строй. Но тут, кажется, вот этот мол. Говорят, тут что-то можно посмотреть. Но пока мы видим только строй. Вот мы зашли в местный остров мечты. Только тут нет людей практически. Блин, вот это жарение. Ну вот так тут красиво. Дуй. В квадратном формате, я с другой стороны. Давай дуй пузырь. Давай, давай. Будешь дуть, нет? Ну, нормально. Да, еще раз. Это был залп. Почти как ядерный боеголовка. Блин, какой каин.
Мы прилетели в Сингапур, чтобы поучаствовать в соревнованиях по подводной робототехнике SAUFTS. Это такие соревнования, где автономный подводный робот должен сам выполнить задание. Например, найти ворота и проплыть через них. Нашего робота мы начали делать еще в 2019 году, для соревнований в 2020. Но случился ковид, и мы отложили этот проект, и в итоге вернулись к нему летом 2022 года. Ну это шик, я считаю. Полет в Сингапур занял примерно сутки. У нас была пересадка в Бахрейне 8 часов. Мы вышли, погуляли по городу, но ничего особенного не запомнилось. В Сингапуре прилетели в аэропорт Чанги. Это местная достопримечательность. Тут много зелени, всяких растений. А еще мне понравился процесс прохождения таможни, где тебя просто фоткают, берут твои отпечатки пальцев, и ты проходишь. Все это занимает минуты 2. Сразу из аэропорта мы поехали в отель. Мы искали такой, чтобы в нем был бассейн, в котором можно тестировать нашего робота. В Сингапуре левостороннее движение, как в Японии. И тут везде куча зелени. Мы жили в районе, который называется Гейланг. Этот район считается старым. Здесь много таких типично азиатских зданий. Банковские карты не работали, поэтому мы взяли с собой кэш. Чуть-чуть поменяли в аэропорту, чтобы доехать на такси, а остальное поменяли на месте. Заселились в отель. Фото-видеофиксация. Такое вот окно у нас крутое. Вот такой у нас бассейн тут. А там другая команда из Турции. Наши конкуренты. Как обычно, на соревновательных поездках чей-то номер становится помещением для сборки робота. И таким помещением стала комната 2 Артемов, потому что она оказалась самая большая. В отличие от прошлого раза, мы не разбирали полностью наш аппарат. У нас летела целая рама, летела целая главная банка. Нам просто нужно было собрать главные части, и наш аппарат был готов. Поэтому в этот раз мы собрали робота за вечер. Через некоторое время помещение превращается в нашу лабу, поэтому запомните, как чисто здесь. В тот же вечер мы собрали донные конструкции, чтобы можно было на следующий день тестить аппарат в бассейне отеля. Мы попали в сезон дождей, и каждое утро шел вот такой неприятный дождик. И он совсем не теплый. На тот момент по коду было сделано только распознавание ворот, без обхода красного столба. Нам предстояло сделать еще миссию с желтым столбиком и миссию с тазиками. В ней нужно было сбросить маркер в тазик, и потом из этого же тазика достать маркер обратно. Это, кстати, аппарат турецкой команды. Он почти в 2 раза больше, чем наш. И по сравнению с нами, они практически не тестировались в отеле. Кстати, миссии на аппарате мы запускали с помощью QR-кодов. Просто показываешь нужный QR-код в камеру аппарата переднюю, и аппарат запускает нужную последовательность действий. Этот механизм придумал еще Тимур Ахтямов,
на прошлых соревнованиях. А еще у нас сразу возникли проблемы со зрением, потому что вода в бассейнах в Сингапуре оказалась слишком чистой, и нейронка просто не распознавала ворота и остальные объекты. Поэтому нам пришлось заново снимать видосы, резать их на кадры и вручную размечать датасет, а потом удаленно переобучать нейронку на станции в Москве. Как раз обучится. Да. 10 часов. Всем привет. Мы находимся в нашем центре по сбору вещей на соревнования. Сейчас мы собираем вещи и немедленно направляемся в Сингапурский политехнический университет, чтобы там выступить с лучшим аппаратом в мире. 103. Написано 5 раз. Так что я думаю, никто там наши инженеры собирают наш аппарат и вставляют провод с аккумулятора. Инсайд. Был черный пакет с листьями помощи. Он очень переживает насчет получится, чтобы все хорошо плавало. Это Артем. Он ответственный за миссию. А это тоже Артем. Ребята, мы на такси тогда повезем аппарат, повезем донку и, наверное, какие-то части из технички наиболее тяжелые, правильно? Совершенно верно. Добро, ребята, с чем вы? Вот осталось разобрать или собрать блок аккумулятора. Все, закручиваю. Закручиваешь и все. Кто поможет Диме нести аппарат в лифт? Сейчас поможем. Артем, давай. Первый день соревнований мы поехали в Сингапур политехник уже с роботом, зарегистрировались, нам выделили стол, куда мы поставили наш аппарат, все подготовили, и прошло открытие соревнований, там выступили организаторы соревнований, потом ходили судьи по рядам и опрашивали каждую команду, каждая команда должна была презентовать их аппарат, рассказать про самые главные фишки и особенности их робота. После презентации нам разрешено было тестировать аппарат в бассейне в их университете. Видеоблог, да? С непосредственно Сингапурского политехнического университета. Да, это, конечно, не соревнования в городе Астрахань. Немножко все-таки уровень другой. И команд больше. Интересно, мне нравится. Пойду посмотрю. Интересно, конечно, интересно. Настроение улучшилось, но все равно грустно, конечно. Что здесь горизонт завален? We try to design very accessible backboard in electronics, so we try to remove most of the cable.
называется гидроакустика. Предлагаю попробовать, может лучше стало. Я почистил. Я в Subway что-то заказывал, а там чувак, привет. Да. Ты можешь по-русски мне говорить. Опять происходит давление на двигатель Toyota. Я по поводу того, что... Жесткое давление. Я не понимаю, в чем проблема перестроиться в такой вариант. О, Оцените, вообще одна квартира там очень тонкий дом. чисто с угличкой. Да. Опа, положил. Клад. Опа. Так, ну тайминг идеальный, но только надо, чтобы он процентрировался нормально. Короче, Стингрей зашел. Стингрей реально зашел. Следующий класс. В итоге мы выполнили только две миссии — ворота и желтый столбик. Миссию с тазиками я сделал ночью перед соревнованиями, и мы ее даже протестировали вместе с Артемом. Но мы не протестировали все вместе. И буквально за час до нашей попытки мы решаем полностью протестировать все наши миссии, и у нас ничего не работает. В итоге мне пришлось откатиться обратно до желтого столбика и ворот. И первой попыткой мы сделали сначала ворота и желтый столбик, а потом попробовали сделать ворота и тазики. Последний день проходили всякие воркшопы и лекции, но я решил поспать. Я наконец-то выспался.
Мы еле успели на экскурсию в лабу сингапурской команды Bumblebee по подводной робототехнике. Они тоже делают автономных подводных роботов, но занимаются не только этим, а еще делают надводные аппараты. И в целом у них довольно крутая лаба и большая команда. Это мы идем по кампусу Национального университета Сингапура. Тут иногда встречаются люди в кофтах, хотя на улице плюс 30. Мы ходим в футболках, нам очень жарко. Но когда ты заходишь в помещение, там плюс 16. Они почему-то не могут настроить свои кондиционеры на нормальную температуру. Из-за этого практически все мы там заболели. Такая температура во всем Сингапуре, во всех торговых центрах, во всех офисах. В такси еще холоднее. Потом мы отправились на экскурсию в лаборатории гидроакустики. Эти лаборатории находятся на самой высокой точке Сингапура. Так, вот они идут. А мы поднялись на лифте. Ха-ха. О, hi guys. End of the year, you actually select from those studies to go? No, but we have one. Thank you very much. Нам показали их разработки текущие, предыдущие. Our robot also designed to depths on 100 meters. Yeah, but this one has gone to those depths. So as you see, they have. О, наша донка. Показали огромную пассивную акустическую камеру, которая может снимать изображение, улавливая звук. Тут мы уже на награждении, пьем пиво и ждем, пока нам вручат награду за лучший дизайн и за второе место. Лагерь норм. Меч. Вот это он шпарит. Стингрейчик. Вау, прикольно. Вау. Азиатская рыба. Она уродливая какая. Не, она миленькая. Она как мопс. Ну, в общем, да. Она как мопс, только рыба. Очень неожиданно. Да.
минут. Very Grisha момент. Смотри, я сюда ближе еще. Ням, так вот. Здесь еще круче. Йоу. Гайд, как стать сингапурцем. Берете картошку. Кладете в пакет, вот так вот засыпаете. Все, вы Сингапур. Ну, мне кажется, это работает. Значит, что у нас интересно вот тут есть? Картошечка со специями. И бургер с ананасом. И с луком. Куриный. Yes. Вот все, собственно. И чили соус. Бесплатный. Бесплатный соус. А это я на крыше самого попсового небоскреба Сингапура. Это который лежачий небоскреб на 3 небоскребах. Тут смотровая площадка, платная, но студентам чуть дешевле.
Какой кайф, а! Мы еще сходили в крытые ботанические сады. Это те стеклянные здания, которые я с крыши снимал. Первый называется Cloud Forest, второе Flower Dome. В первом просто растения на разных этажах. Вроде как они находятся на той же высоте, на которой и растут в природе. В доме цветов просто куча разных растений, деревьев, цветов и суккулентов. Ой-ля-ля!